Кто там? Привет. Заходите. Вы у меня дома. Сегодня будет мое первое видео о жизни в Аргентине. Погнали! Я перфекционист, я заебу себя сейчас. Привет, я Юля, это мой канал, это мое первое видео. И я подумала, я давно, кстати, хотела завести YouTube-канал и думала, о чем бы мне снимать, что бы мне такое рассказывать, интересно, может быть, о жизни в Аргентине или о том, как я увлекаюсь фотосъемкой, видеосъемкой. Но обстоятельства оказались выше меня. И наша семья лишилась основного источника дохода, и пришлось заняться финансовой грамотностью. Начать с того, что фиксировать, куда же утекают наши денежки. Почему? Через сколько мы окажемся на улице под мостом на матрасике? Я подумала, ну не пропадать же зря информацию, надо ей поделиться. Тем более толковых видео о тратах в Аргентине, ну не сказать, чтобы много. О, Господи, я хейчу конкурентов, соперников, простите. И в этом видео я расскажу, как жить в Аргентине, сколько денег уходит на базовые потребности. Мы разберем аренду, коммунальные платежи, продукты, кафе, рестораны, медицину, конечно же, интернет, сотовую связь, транспорт. Обсудим. Поехали! Очень важное дополнение. У Аргентины сложные дела с экономикой. Все вы, наверное, слышали про дичайшую инфляцию, дефолты. И, соответственно, курс песо дико шатает. Цены растут просто как-то, знаете... Но здесь надо очень крепкую нервную систему иметь, потому что следить за этим курсом невыносимо тяжело. Это занятие не для слабонервных. Вот вообще не для слабонервных. То есть если вам хочется как-то поразвлекаться, езжайте в Аргентину, и Аргентина вам предоставит массу развлечений. То есть все будет. И вот к чему я все это веду. Курс в Аргентине нестабильный, цены в Аргентине, соответственно, тоже очень нестабильны. Поэтому все цены, которые я озвучу сегодня, они актуальны только на февраль 2026 года. Если вы смотрите, это, не знаю, в 2027 году, в 2028 году, соответственно, эта информация уже все, она устарела. Не актуально абсолютно. Воспринимайте это видео, просто развлечение, историческую хронику, что вот когда-то в феврале 2026 года в Аргентине были такие смешные цены, и какой я буду использовать курс. В течение февраля курс, конечно, тоже скакал. То есть $1 стоил по отношению к песо и 1405, и 1415, и 1450. В общем, я посчитала среднее, это 1420. То есть $1 стоит 1420 песо. Все суммы в долларах, которые я буду показывать, как раз вот по этому курсу я и вычисляла. Все, дисклеймер сделан. Приступаем к видео. Самая первая статья расходов – это же, конечно, аренда.
Тут как бы не все так однозначно. Если вас интересует роскошь, дорого-богато, это вам, конечно же, в Пуэрто-Мадеро. Это самый молодой, стильный район Буэнос-Айреса. Квартиры стоят от 2-3 тысяч долларов и до бесконечности. Наверное, 2000 долларов это надо постараться, чтобы найти. Если вас интересуют русскоговорящие районы, где русская тусовка, с кем можно познакомиться, куда-то сходить, это Палермо, Реколета, Бельграно. Аренда жилья стоит студия 600, 900, иногда 1100 в месяц. Это я говорю про достаточно неплохие студии. Если вам нужна 2-3-комнатная квартира, то цены начинаются тоже где-то от 600 до 700 долларов в месяц, но учитывайте, что это будет квартира с бабушкиным ремонтом. Более стильное и дорогое жилье, конечно, это 2000, 2500, 3000 долларов. Современный дизайн, современный ремонт. Если вы платите 3000 долларов, это не значит, что в вашей квартире будет, прям, знаете, нафарширована техникой, какими-то супер-вау условиями. Нет, это будет хороший, красивый, базовый такой стандарт. Не всегда в эту стоимость включена даже посудомоечная машина, стиральная машина. То есть, скорее всего, в доме будет отдельная прачечная. Но зато очень хороши эти районы. Вся активная городская жизнь у вас считается под рукой. Большинство классных ресторанов, большинство тусовочных мест, какие-то музеи. Если вас это не интересует, тогда обратите внимание на провинцию. Вот я как раз и живу в провинции. В Оливасе. Это не деревня. Сразу говорю, мой район выглядит вот так. За аренду частично мебелированной квартиры с одной спальней, одной гостиной, кухней, балконом мы платим 600 долларов в месяц. В эту стоимость уже включено свет, газ, интернет. То есть отдельно мы не оплачиваем. Этим занимается наш лендлорд. Но мы платим expenses. Expenses – это ежемесячные платежи за содержание многоквартирного дома. Общие расходы по зданию. Туда входят уборка общих зон, обслуживание лифта, освещение подъезда и общих коридоров, мелкий ремонт и обслуживание оборудования. За последние 3 месяца сумма была такой: 203 тысячи песо, 97 тысяч песо и последний раз 154 тысячи песо. Вам, наверное, интересно, почему такая разница в expenses. Все потому, что в один месяц у нас ничего не происходило в доме, было все в порядке. Зато в 2 других у нас то канализация поломалась, что там случилось с ней, то водный насос вышел из строя. Мы несколько дней сидели без воды. Это то еще приключение. Не рекомендую. Но починили, кстати, достаточно быстро, что как-то не характерно для Аргентины. Где же искать информацию об аренде квартир? Есть аргентинские сайты, своеобразные, сразу предупреждаю. Например, тот же Mercado Libre, Зона.Проб, можно поискать на Фейсбуке. Либо вы можете обратиться к помогаторам русскоязычным, и есть огромное количество барахолок, где как раз и выставляются квартиры через русскоговорящих помогаторов. Еще можно воспользоваться сайтом Airbnb. В последнее время там появилась услуга, вы можете арендовать квартиру сразу на несколько месяцев. Это очень удобно. То есть, например, вы приезжаете в Аргентину, планируете здесь жить, вы можете арендовать квартиру сразу на несколько месяцев и потом уже искать что-то более доступное. Или вы можете пожить в одном районе, понять, что вам это не подходит, и переехать в другой. Мы остановились на статье расходов, очень важной: продукты. Вы знаете, как обидно? Я не знаю, что со мной не так, я не знаю, что с нашей семьей не так. Возможно, мы какие-то дикие проглоты, это какой-то новый вид человека, вечно жрущего. Но у нас выходит какая-то сумасшедшая
стоимость трат на продукты от 600 до 900 долларов. Я смотрела видео человека, который живет в Нью-Йорке. Девушка рассказывала, что в Нью-Йорке она тратит на продукты на одного человека 300 долларов. Ну, простите, где Нью-Йорк со своими этими, и где Аргентина? Это какая-то очень сильная несправедливость, я считаю. Это причем просто продукт. Ты заходишь в магазин, покупаешь еду, выходишь, все. Ни кафе, ни доставка. Вот мы такие тратимся на еду. Я, конечно, очень сильно расстроилась, потому что мне не нравится. Мне не нравится так тратиться. Так как я не прям, вы знаете, фанат все записывать отдельно. Ну, то есть частично в продукты спрятана еще бытовая химия, потому что иногда, бывает, заходишь в супермаркет, покупаешь либо дезодорант, либо шампунь, либо порошок, и он, конечно, там где-то тоже вот может спрятаться, гадость такая. Но я не думаю, что это очень большая сумма, но где-то, наверное, долларов 50-70, а все остальное это жрачка. Вот как-то так. Причем у нас есть друзья, которые в месяц тратят на еду 200 долларов. Ну, какие-то прям счастливые малоежки. Нет, мы обжоры. Я приведу пример одного нашего похода в магазин, и вы увидите цены, которые в Аргентине есть. Сразу уточню, что это цены из супермаркета и овощной лавки. На мобильную связь и интернет у нас выходит 9500 песо на одного человека. Мы покупаем обычный пакет объемом 10 гигабайтов. Этого хватает на целый месяц. Кафе и доставка. Здесь мы стараемся экономить. Стараемся, но не всегда, конечно, получается. Питаться в фастфуд-кафе по типу Макдональдс, по типу Starbucks выходит в районе 6-15 долларов. Берем среднее кафе с хорошей кухней, цены там уже будут на одного человека в районе 15-30 долларов. Рестораны здесь есть, мишленовские рестораны. Здесь, конечно, выше 70-100 и вот туда куда-то. Так, давайте обсудим медицину. Я в этом специалист. Я первый год на фоне стресса в эмиграции так сильно много болела, что посетила просто, знаете, как вот есть список Мишлен, а у меня был список госпиталей. И, соответственно, я насмотрелась на качество аргентинской помощи. Бывает по-разному. Бывают очень классные специалисты, которые работают в государственных госпиталях, и, прям здорово к ним обращаться. А бывает, как, в принципе, везде специалисты, которые в частных клиниках. Как-то вот они туда попали, и как-то их не могут все уволить. Вот, поэтому... Давайте по порядочку, да? В Аргентине есть государственная бесплатная медицина, как ее называют, бесплатная, но на самом деле ее просто государство оплачивает. До 2025 года на бесплатную медицинскую помощь мог рассчитывать любой человек, который оказался в Аргентине. Вне зависимости от того, легально, нелегально, то есть мог обратиться в госпиталь, его приняли и назначили лечение. В 2025 году вышел декрет правительства Милея, и они начали резать социальную помощь для вот таких вот халявщиков, потому что много кто из Латинской Америки приезжал лечиться в Аргентину. То есть лечиться, учиться, то есть, понимаете, да, это, соответственно, лишняя финансовая нагрузка на и так не очень стабильную систему в Аргентине. Поэтому как раз вот эту лавочку закрыли. Сейчас на бесплатную, почему я говорю бесплатная, она платная, просто не из нашего кошелька, то есть она не из кошелька пациента, в общем, на государственную медицину могут рассчитывать граждане Аргентины с паспортом или граждане, у которых есть вид на жительство. То есть законное обоснование, да, то есть вот вы здесь находитесь, законно все, вы можете рассчитывать на государственную медицину. А другим же нужно будет платить. Я знаю, сейчас найдутся люди, которые скажут, вот я в 2026 году ходил, меня приняли. Ребятки, это исключение. Да, не во всех госпиталях еще отказывают, но, скорее всего, придут к тому, что медицина перестроится на новые рельсы. Кроме государственной медицины, в Аргентине существует еще и
частная медицина. То есть когда либо человек, либо организация оплачивает страховку. Стоимость страховки варьирует разные, но в среднем где-то $150-300. Она учитывается и возраст, и наличие сопутствующих заболеваний, и клиника, которая вам предоставляет тот или иной тарифный план. Вот, кстати, от тарифного плана все тоже зависит, насколько она обширна, эта страховка. То есть что дает страховка? Возможность посещать и обследоваться, и возможность льготно получать лекарственные препараты, либо с частичной скидкой, либо даже с полным покрытием некоторых видов терапии. И здесь все тоже как бы не очень хорошо. Я знаю, что некоторые страховые компании специально затягивают посещение к некоторым специалистам. Ну, то есть либо потому, что у них эти специалисты перегружены, либо потому, что у них отсутствуют, там, например, в отпуске или еще по каким-то причинам. И то есть даже с какой-то достаточно острой ситуацией не факт, что вы попадете достаточно быстро. То есть я знала, что люди записывались с острой ситуацией, им там талон предлагали, то есть посещение турна предлагали через 2-3 месяца, а как бы время-то не ждет. Я, конечно, за этим всем понаблюдала и поняла, что в моем случае регулярно на 2 человек отдавать определенную сумму в месяц невыгодно. Почему? Потому что как бы нам не нужно каждый месяц обращаться к врачу. Мы для себя выбрали такой момент, что гораздо быстрее и дешевле получается, если вы приходите в ту же самую клинику, в которой могли бы купить страховку, просто своими ножками, выбираете вам нужного специалиста. Кстати, по страховке вы не можете, у вас нет права выбора, да, вот куда пошлют, туда и пойдете. А здесь вы можете выбрать того или иного специалиста, оплатить к нему посещение, сходить, и все. И это достаточно удобно именно для нашей семьи. Но если у вас есть какое-то хроническое заболевание, необходимость регулярно обследоваться, наблюдаться, конечно, в этом случае лучше приобрести страховку. По поводу транспорта. В Аргентине действует вот такая карточка. Наведись на карточку. Вот как она выглядит. И по ней вы оплачиваете проезд автобусов, электричек и метро. В автобусах начинается от 640 песо, метро от 1400 и электричка, кажется, около 500 песо. В месяц у нас уходит по-разному, в зависимости от того, насколько мы были домоседами и выбирались в той или иной район города. Где-то от 25 до $50. Итак, финалочка. Мы закончили это видео практически. Мы подсчитали все наши расходы, и по предварительным подсчетам у меня получилось $1667.40. Выводы делайте сами. Дорого для вас, дешево. Но давайте сразу уточним. То есть сумма может показаться не сильно накладной, да? Но. Давайте так пробежимся. Нас 2 взрослых. Мы снимаем квартиру не в самом городе, а подальше намного, и практически не вылазим из дома. К чему я это все веду? Что вот это наши траты. Мы вот так вот скооперировались, живем и наслаждаемся жизнью. Соответственно, сумма вот такая. Если у вас есть дети, соответственно, туда надо учитывать расходы на няню, расходы на детский садик, расходы на школу, канцтовары, одежда, игрушки, какие-то активности, то есть там посещение день рождения, дарение подарков, в общем, понятно. Если у вас есть животное, то же самое, да? Маленький ребенок, маленький пушистый ребенок, туда тоже куча денег валивается. Я не рассказала про такую замечательную статью расходов, как стоимость зарубежных импортных товаров. В Аргентине скудное производство, то есть некоторые виды одежды, обуви, чуть-чуть собирается техника, там чуть-чуть машины, соответственно, это аргентинское качество. Импортные товары из-за сумасшедших таможенных налогов стоят очень дорого. Техника, одежда, какие-то другие товары, к которым вы привыкли, в Аргентине может просто не быть или стоить какие-то космических денег. То есть, например, привычный для нас Икея здесь нет, она привозная из другого государства. Поэтому может показаться, что жить в Аргентине недорого, но если мы разберем другие виды трат, то окажется, что Аргентина адски дорогая страна.
Вы, наверное, сейчас подумали и такие решили: боже мой, если здесь такая сложная, да, жизнь, там, экономические кризисы, дорогие товары, то какого черта ты здесь делаешь? Ребятки, это классная страна. Она со своими особенностями, но она классная. Воспринимайте Аргентину не как что-то белое и черное. Нет, Аргентина — это вот что-то среднее. У нее свои минусы, у нее свои плюсы, у нее свои положительные стороны, отрицательные. И просто надо, если вы будете рассматривать Аргентину для переезда, просто нужно собрать побольше информации и понять, мэчитесь вы с этой страной, близки ли вы с ней по духу. Вот если вы поймете, что вы близки с Аргентиной по духу, ребят, у вас такая любовь будет. Вы не будете замечать ее минусов, вы будете наслаждаться этой страной. Она безумно красивая, здесь безумно открытые люди. Это не будет какого-то снобизма, когда вы приедете в какую-то страну, я не знаю, там, в Англию или в Америку, и на вас будут смотреть как на второй сорт, типа, наехали. Нет, здесь ребята, аргентинцы, очень радуются приезжим, они очень открыты, дружат, общаются, помогают. Сколько раз мы тупили, вот не могли там сказать то или иное слово, нам всегда подходили, помогали, поддерживали. То есть эта страна очень открытая и доброжелательная, потому что она состоит из таких же, как вы и я, приезжих. Я не знаю, что это такой стресс, когда ты приезжаешь в новое место и не знаешь со своим, не знаешь, что делать. Поэтому мой совет: если вас Аргентина заинтересовала, просто соберите информацию. Но не смотрите людей, которые, вы знаете, либо хейтят Аргентину, вот так: о боже, здесь все плохо, здесь все дорого. Блин, точно получу хейт за это. Либо людей, которые такие говорят, что о боже, она такая, и вот одни плюсы. Нет, вот нет. Это все как в жизни, вот как в семейных отношениях. То есть у человека есть плюсы, минусы, но вы все равно его любите, с ним живете уже лет 10, 15 и 20. И вы даже цените за его эти милые особенности. Если понравилось и оказалось полезным, напишите, поставьте лайк, напишите комментарий с вопросом, с предложением. А можете захейтить. Я, кстати, тоже с удовольствием вас заблокирую. Ну, в общем, подписывайтесь, если понравилось. Я буду стараться еще выпускать видео. До скорых встреч. Чао!